Мои подписчики часто спрашивают: я давно учу русский язык и понимаю русскоговорящих, но не могу говорить сам или сама. Что мне делать? Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам, что можно сделать, если у вас такая проблема, как вы понимаете русский язык, но не говорите на нем. Первое. Зачастую у вас много информации и знаний, но нет практики. К сожалению, ваши знания в таком случае могут проявиться только в стрессовой ситуации. Как ее создать? Вы можете начать вести свой блог или записывать видео на русском языке. Для этого вам никто не нужен, а практика есть. Найдите тему, в которой вы хорошо разбираетесь, и дерзайте. Второе. По возможности разговаривайте, общайтесь с носителями языка. Если вам непонятны какие-то слова или фразы, не стесняйтесь переспрашивать, так вы учитесь понимать и говорить. Третье. Если не можете найти носителя русского языка, общайтесь с другими людьми, которые учат русский язык, переписывайтесь с ними. Вы можете делать это в моей группе в WhatsApp, где помимо заданий я также размещаю шутки и объясняю сленговые выражения. Членство на сегодняшний день стоит всего лишь $10 в месяц. Также можете попробовать общаться с другими людьми в моей группе на Фейсбуке, а это вообще бесплатно. Когда я жила в Африке, то начала переписываться на одном сайте с другой девушкой, которая, как и я, изучала английский язык. В итоге оказалось, что она тоже живет в Беларуси и тоже в Минске. Более того, всего в одной остановке от моего дома. То есть практически соседка. Она так же, как и я, учительница и родом из города, где родилась моя мама и где живет много моих родственников. Стоит ли говорить, что мы с ней подружились и дружим до сих пор, несмотря на то, что 2 года назад она переехала в Америку. Четвертое. Курсы разговорного языка. Такие легко найти, их много, и для этого не обязательно ехать в Россию. В Минске я ходила на подобные курсы по английскому языку. Это очень эффективно. Пятое. Путешествуйте в страны Восточной Европы. На иностранных языках здесь говорит не так уж много людей, так что русский язык вам точно пригодится. Подытожим. Ведите дневник, блог, видео на русском языке. Общайтесь с носителями языка. Общайтесь с другими людьми, которые учат русский язык. Ходите на курсы разговорного русского языка. Путешествуйте в страны Восточной Европы. Друзья, это были все мои советы. Надеюсь, они вам пригодятся. Как всегда, вы можете написать свои в комментариях к этому видео. Желаю вам удачи в изучении русского языка и хорошего настроения. Пока!